Привет! Из Китая получил вот такую большую посылку. Внутри находится планшет, и вы видели его название уже. Ну, скажу так, компания решила пойти каким-то таким путем безопасности по полной. 300-250/200. Здесь внутри находится планшет. И это неудивительно, ведь упаковка самого планшета просто огромна. Вот так выглядит эта упаковка. Запакован очень серьезно. И больше в комплекте, кроме как самой упаковки, ничего нет. Чехла тоже нет, но на самом деле он здесь есть. Обратите внимание, что на упаковке сразу указано, для кого этот планшет. Но пусть вас это не пугает. Возможно, посмотрев распаковку, а в итоге полноценный обзор, вы решите для себя, а вдруг кому-то он пригодится тем, кто постарше. Например, родителям, пожилым. Дальше вы поймете почему, ведь у него и параметры хорошие. Какой это бренд? Бренд UMIDIGI. Один из первых планшетов это у них для детей. Ранее они выпускали, но здесь уже более обновленные параметры, с которыми здесь можно ознакомиться. Диагональ экрана 10,1 дюйм, 6000 аккумулятор. Wi-Fi даже 6-е поколение поддерживает. 8 мегапикселей передняя и задняя камера. Вот информация о чехле. У нас уже был на обзоре как-то похожий вариант планшета от Blackview с похожим чехлом. Думаю, что заводы их рядом. Или изготовитель именно этих чехлов у них близкий родственник, если так выразиться. Информация о процессоре, ну и QR-код, который ведет на сайт. В комплекте здесь указано, что идет, но лучше всего посмотреть. Упаковка закрыта. С обеих сторон здесь пломбы, которые нужно вскрыть. На упаковке здесь, ну скажем так, познаем мир. Исследуем. Есть спутник, изображение космонавта, который что-то читает, и изображены несколько планет. 4 гигабайта оперативки, 64 встроенных, цвет голубой. Ну, посмотрим. Цена данного планшета на сайте AliExpress $129.99. Вскрываем и смотрим комплектацию. Пломбы я вскрыл. Начнем с самого планшета. Реально увесистый. Вот ручка-держатель, она же подставка. Посмотрите, как глубоко спрятана камера. Невероятно. Ну, скажем так, навредить ей практически невозможно при обычном падении. Высота в этом чехле от экрана очень большая. Даже если на какой-то камушек или ручку упустить, экран остается целым. Сверху вижу наклеена пленка заводская. Может быть, даже есть стекло, хотя нету. И вижу, что все разъемы, все доступно. USB Type-C, сейчас мы его посмотрим. Кстати, заметьте, указано было, что цвет голубой, ну как бы вот оболочка, да, этого чехла или планшета, но на самом деле он серый. И мы его сейчас извлечем и посмотрим. Инструкция пользователя. Зарядка и кабель. Посмотрим на кабель. Знаю, что у UMIDIGI вот часто такие аксессуары в красном цвете выполнены. USB Type-C на обычный USB. Мягкий, как будто просиликоненный. Так, здесь у нас зарядное устройство фирменное UMIDIGI на 5 вольт 2 ампера. 10 ватт. Вот и вся комплектация. Оставляем здесь упаковку и смотрим сам планшет. Очень гибкий, очень мягкий такой, из какой-то воздушной резины, я бы как-то сказал. Не поролон. Нет. Очень классный чехол. Здесь видно держатель из пластика. Это тоже пластиковая. Вращается ручка. И можно носить как портфельчик. Но главное, что его преимущество, это защита и подставка. Вот так вот. Теперь давайте посмотрим сам планшет. Да, он как раз вот и увесистый. Сколько, узнаем в полном обзоре. Рама и крышка полностью из пластика. Но основную часть забирает по весу это аккумулятор, стекло и внутренняя алюминиевая рама. Здесь вижу, что достаточно прилично выпирает модули. Но здесь он один. Не модули, а модуль, правильно. На 8 мегапикселей, как было упомянуто ранее. И вспышка. Прилично сделали, но смотрится довольно стильно. Если держать его в горизонтальном состоянии, вот в таком вот, то здесь сверху слева располагается кнопка питания и качелька громкости. Но больше не качелька, а две отдельные кнопки. Если в вертикальном, то справа под эту руку
Стандартное расположение. Теперь в этом же состоянии смотрим, что еще здесь есть. Гнездо зарядки USB Type-C, гнездо для флешки, то есть нету лотка, гнездо для наушников, ну практически в центре. Это плюс, что гнездо для наушников есть. И имеется отверстие, но выяснить его смогу в полном обзоре. Или это кнопка сброса, так как здесь нет больше никаких указаний, или же это микрофон. Потому что иногда микрофон могут делать где-то здесь на грани планшета. 8 мегапикселей камера, а здесь какой-то датчик. Вот прям посмотрите, здесь вырез и здесь. Думаю, что это датчик света, там вот виднеется, датчик освещения. Но все в полном обзоре посмотрим. С этой стороны у нас, когда камера сверху, а кнопки здесь, находится отверстие двух динамиков. Стереозвук, не 4 динамика. Ну, отлично. Давайте запустим его. Нажимаю и держу. Засветился бренд UMI-Digi. Пока он это делает, я аккуратно попробую снять пленку. Да, получается. Заводская пленка наклеена на пленку, которая защищает экран. Стекла здесь нет. Вот так. Вернем пока сюда и ждем, когда запустится. Вот брачок есть по запуску, по наклейке. С легкими засветами по краям. Вот здесь виднеется. Привет. И сейчас здесь нужно произвести первые настройки. Произвожу и знакомлю вас. Итак, я произвел настройки и сейчас поделюсь, что у меня за казус произошел. Заходим на его рабочий стол. Основные приложения уже здесь выведены на экран. И первое, что как только я отключил камеру, чтобы его настроить, у меня просто не реагировал ни на что, чтобы выбрать язык, продолжить, нажать, подключиться к Wi-Fi сети. Ничего не реагировало. Я подумал, ну вот, получил брак. Но потом зажал и решил просто перезагрузить. Зажал, удерживая кнопку питания. Около 8 секунд он полностью отключается и заново включил. Ну, чудо, все работает. Пришел он заряженным на 91%. Проблем больше с сенсором не было. Я, как только его установил, запустился он быстро и изучил его основные функции. Сразу что бросилось в глаза: заставка, похожая как на упаковке, правда? Но здесь она более такая живая, скажем так, и проиллюстрировано все. И обратите внимание, что есть помимо основных приложений, то есть так вот он полностью обычный планшет. 4 гигабайта оперативки, 64 встроенных, но, кстати, можно увеличить до 8 гигабайт за счет встроенной. И будет 8 оперативки, 64 встроенных. Когда вы нажимаете на вот эту программку Kids Park, парк развлечений, наверное, как бы, да, для детей, запускается вот такое приложение, и вы попадаете в полностью своего рода другую оболочку для детей. Здесь выход. Дети, не зная пароля, выйти из этой программы не могут. Что я имею в виду? Вот, к примеру, я хочу выйти, чтобы пользоваться там, где родители меня не контролируют. Нажимаем, а мне просит: введите родительский код. По умолчанию здесь 4.0. Но если вы хотите изменить, это можно сделать в настройках через родительский контроль, и тогда вы сможете выйти. Заходим в это детское меню. Это его самые главные фишки. Ну вот, к примеру, давайте наука, исследования, и вот застрял с магнитом. Без интернета 90% этих всех программ не работает. Дети тут развиваются, но контроль сумасшедший. Застрял с магнитом. Начинаем игру. Это подковообразный магнит. Это длинный магнит. Для детей. Это все магниты. Запомнили, да? Найдите все магниты. Вот надо найти. Дети развиваются. Выбрал. Продолжили. Отлично. У магнита есть какое-то Ну и так далее. Можно вернуться и дальше производить разные настройки. К примеру, есть детский телевизор. Это своего рода YouTube Kids. Вот, к примеру, Барашек Шон. Заходим, обратите внимание, нажимая на мультфильм, здесь идет значок YouTube. Но многих функций здесь просто не работает. Прокрутить нельзя, то есть просто сразу ставится на паузу. Выбрать какие-то другие настройки тоже нельзя. Просто смотри, переключай, нажимаешь, другой мультик запускается и так далее. То есть для деток это просто находка. И все интуитивно понятно. Тут можно и рисовать, и разукрашивать, и использовать камеру, и
ну, для разного уровня детей, ну, конечно, для подростков он не подойдет. Подростки хотят выйти из этого режима и пользоваться его основными функциями. Выходим из этого режима, возвращаемся в обычный. Я уже записал один ролик тестовый на передний модуль камеры, я вам покажу. Вставлю его в конце видео. А сейчас покажу вам его меню. Давайте зайдем. Когда опускаем шторку, здесь у нас панель уведомлений, здесь значки для настройки. Включили вспышку. Вот, вспышка работает, достаточно яркий. Экран отзывчивый, без всяких проблем. И достаточно яркий по максимальной, это по минималке. Минималка очень слабая, но детям кажется наоборот как раз то, что нужно. Работает двухдиапазонным Wi-Fi, 2,4 и 5 ГГц, именно к этому я сейчас и подключен. Вот. И заходим в настройки. Меню здесь очень понятное, шрифт очень хороший. Вот это меню, где увеличить память можно. И здесь показано, что используется 1 из 8 из 4 плюс 4. То есть очень много. Этот режим можно отключить, и тогда не будет использоваться. Вот сюда нажимаем, отключаем, и память не используется за счет встроенной. Информация о планшете. Беспроводное обновление. Давайте проверим. Разрешаем. Проверяем. Это первая проверка после того, как я его распаковал, и проверив, беспроводное обновление нету. Мы используем последнюю версию. Касательно того, какая у нас операционная система, то здесь у нас 13-й Android установлен. Все отлично. Понятное, простое, глобальная прошивка. Все отлично работает. Думаю, что вы дождетесь полного теста. Особенно тем, у кого есть дети. Думаю, это будет очень полезно. Для такого планшета то, что нужно. Ставьте лайк за труды. Сейчас будет вставка теста переднего модуля камеры. Там еще будет наш домашний питомец Мурашка. Всем спасибо за просмотр. Пока. Первый запуск переднего модуля камеры на детский планшет от Umidigi. Зашел через приложение для детей, изучал там и решил воспользоваться данной функцией, чтобы посмотреть, как записывает передний модуль камеры. И вы в распаковке видите тестовое такое видео. Вот еще Мураша пришла. Мурочка, привет. Давай поздороваемся. Привет. О, кто там? Помахай всем привет. Помощница наша. И все будет в полном обзоре, все тесты.